This is a song about every guy ever. You say you don't want him, he wants you forever. Oh my God, it's tragic. This shit always happens. He'll call you up and he'll say that he's out with his friends. Tell you to wait at his place and I'll meet you in bed. It's getting late, you're awake, so you call him again. He calls you crazy. Крючок я использую 2. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Видите? Ну, вот в данном случае. И также можно использовать полухлопок 160 метров в 50 граммах. Более крупные бусинки. Подробная информация под видео. Я выполнила ряд подготовительных столбиков. Хочу сказать сразу, что ваше полотно может состоять буквально из любых столбиков. Это может быть какой-то узор. В моем случае я просто выполнила столбики с накидом. И покажу, как выполнить одну из самых простых обвязочек с бисера или бусинок. Мы берем ваше полотно, опять же подчеркну, оно может быть абсолютно любым. Я выполняю воздушную петлю и работу разворачиваю. Ввожу крючок, пропускаю воздушную и ввожу крючок в первую вершинку. Выполняю столбик без накида. Хочу сразу подчеркнуть, что это будет изнаночная сторона нашей работы. Далее я буду подтягивать бисеринки. Смотрите, количество ваших бисеринок — это ваша арочка. Вот в моем случае это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бисеринок. То есть я подтянула 11 бисеринок, и это будет моя арочка. Вы можете взять больше или меньше. Дальше я ввожу крючок в следующую вершинку, захватываю рабочую нить за моими бисеринками всеми. И вытягиваю. Вот таким образом. И провязываю столбик без накида. Вот моя арочка получилась. Дальше я подтягиваю опять 11 бисеринок, отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ввожу крючок в следующую вершинку и захватываю нить за моими бисеринками. Вот видите? То есть они у меня остаются за работой, и я захватываю нить за бисеринками. Вторая моя арочка готова. Далее опять я подтягиваю мои 11 бисеринок. Давайте подтянем немножко больше и отсчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ввожу крючок в следующую вершинку. Захватываю нить за моими бусинками, бисериночками, да, в данном случае, и выполняю столбик без накида. И теперь я остановлюсь, работу разворачиваю. Вот моя лицевая сторона, и так будет выглядеть моя обвязочка.
Так я выполню до конца моего ряда и покажу, что получилось. Вяжется очень-очень просто. Мы выполнили с вами обвязочку. Видите, очень простая. Так она будет смотреться с бисером. Если вы будете арочки располагать таким образом, то есть вот друг к другу плотненько, да, и можно перевернуть наше полотно и, допустим, обвязку сделать именно вот таким образом. То есть полотно переворачивается, и уже наши арочки смотрятся таким образом. Можно обвязать буквально любое изделие. Рукавчик можно обвязать какую-то часть готового полотна, можно сумку обвязать. То есть все зависит от вашей фантазии. Такая красота у нас получится. И хочу еще показать вам один вариант, сохраняя тот же принцип, но мы теперь будем вязать с вами с бусинками. Основа у меня полустолбики. Подчеркну, у вас может быть буквально любое полотно, выполненное столбиками без накида, с накидом, или просто какое-то ажурное полотно. Что мы делаем? Точно так же я выполняю воздушную, работу разворачиваю, ввожу крючок в первую вершинку, выполняю столбик без накида. То есть мы сохраняем с вами абсолютно тот же принцип. Далее я подтягиваю 6 бусин. У меня 5. Давайте еще одну подтянем. Количество бусин у вас может быть абсолютно разное, но я взяла 6 именно. Смотрите, ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик без накида. То есть мы выполнили точно такую же арочку, такой же принцип, да, использовали для выполнения нашей арочки. В данном случае это бусинки. Но я хочу показать, мы можем с вами увеличить расстояние между нашими арками. Как мы это делаем? Мы просто берем и выполняем, допустим, еще раз столбик без накида и 2. И только потом подтягиваем бусины и начинаем выполнение. Опять 6 бусин я подтягиваю и буду выполнять мою арочку. Ввожу крючок точно так же, захватываю нить за бусинами и выполняю столбик без накида. Далее опять раз и 2. И опять я начинаю выполнение моей арочки из бусин. Давайте я выполню, мы потом развернем с вами работу и посмотрим, что у нас получается. 6 бусин я подтягиваю, ввожу крючок и захватываю нить рабочую за бусинами и выполняю столбик без накида. Видите, да? И опять выполняю 2 столбика. Раз, 2. И я теперь работу разверну. И вот видите, расстояние между нашими бусинками, а точнее такими арочками, да, из бусинок увеличилось. Также можно выполнять с бисером, можно выполнять с бусинками. И, конечно же, количество бусин у вас может быть разное.
Единственное, что вы должны учитывать, в этом случае вы должны учитывать раппорт ширину. То есть, когда вы выполняете, у вас будет раппорт ширину, допустим, 3, 4, 5 петель. Все зависит от того, на каком расстоянии вы будете выполнять ваши арочки из бусин. И завершим выполнение самостоятельно. И посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились выполнять одну из самых простых обвязок с бисером или бусинами. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. И напоминаю, что вязание — это процесс творческий. Экспериментируйте. И до новых встреч!